Приветствую вас! 50-е и 60-е годы прошлого века ознаменовались не только буйным ростом автомобилестроения, не только в СССР, но и за рубежом. Автомобильные дизайнеры предлагали все новые эскизы видения новых машин. Были оригинальные проекты, которые оставили свой след в истории автомобилестроения. А были порой странные и экстравагантные. Одним из этих проектов и был данный автомобиль, получивший такое же странное название, как и сам автомобиль. МОЗ Остентатьен Опера Седан. А создал этот автомобиль в 1967 году один бизнесмен из города Мэдисон, штат Висконсин, Брюс Болдуин Мосс, который владел небольшой авиакомпанией, производившей небольшие гидросамолеты. Имея тягу к изобретениям с детства и желая занять свою нишу в автомобилестроении, он принялся строить свой первый автомобиль. Видя концепцию будущего автомобиля по-своему, его автомобиль получился поистине уникальным, где особое внимание уделялось безопасности не только водителя, но и пассажиров. За основу, на которой крепился не только силовой агрегат, но и каркас автомобиля, легло шасси популярного в те времена грузовика International Harvester, отчего автомобиль получился тяжелым, массой в 3 тонны, и весьма большим, длиной 6,2 метра и высотой 1,8 метров. Для того, чтобы сдвинуть с места столь тяжелый автомобиль, МОЗ установил 8-цилиндровый V-образный двигатель мощностью 250 лошадиных сил. Возможно была установка более мощного двигателя. В паре с ним работала трехступенчатая автоматическая коробка передач. Крутящий момент от двигателя передавался на задние ведущие колеса. Передняя подвеска независимая, торсионная, задняя зависима на рессорах. Задние колеса, как и передние, получились весьма большими, диаметр их составлял 20 дюймов, и были заполнены не воздухом, а азотом, а крепость и толщина колес позволяла пройти без проблем огромное расстояние. Но, пожалуй, самым интересным был салон автомобиля. Дверей для доступа внутрь как таковых не было. Вход осуществлялся через один единственный подъемный люк сзади, при помощи опускной лестницы. К внутренней отделке МОЗ подошел с размахом. Кресла сделаны из кожи и бархата. На полу не абы какое покрытие, а китайские ковры династии Мин. А приборная панель выполнена из орехового дерева и покрыта 24-каратным золотом. А некоторые элементы были инкрустированы драгоценными камнями. А еще в салоне был холодильник и газовая плита. От бокового столкновения пассажиров защищала мощная труба-подлокотник, а все кресла крепились на шарнире, что позволяло под действием центробежных сил отклоняться вправо или влево. А при фронтальном столкновении кресло принимало почти горизонтальное положение. Построивший свой первый прототип, МОЗ думал хоть и небольшими партиями, но наладить массовое производство своего лимузина. Но его надежды не оправдались. Очень уж дорогой получился автомобиль, что по тем временам составляло не менее 19 600 долларов США, а это цена приличного дома. Поэтому желающих купить сей автомобиль не нашлось, и все ограничилось одним единственным экземпляром. Так бы и ушел в небытие этот автомобиль, если бы его не нашли случайно спустя 20 лет в 2009 году на одном из складов. И силами 2 висконсинских старших школ не приведен в первоначальное состояние. Всеми реставрационными работами руководил друг Мосса, Фред Байер. Восстановленный лимузин Брюса Мосса участвовал в нескольких выставках и даже побывал на обложках одного журнала, посвященных хот-родам, пока не оказался в одном историческом автомузее Уэйна Лейсинга, расположенный в городе Роско, штат Иллинойс, вместе с другим автомобилем мистера Мосса, Safari Car, о котором пойдет речь в моем следующем ролике. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. Пока.